Есть много факторов, из-за которых мужской гормон начинает вырабатываться меньше. Мужчины имеют разный уровень общего тестостерона еще на старте. У кого-то он изначально высокий в молодом возрасте – 10 и более нанограмм на миллилитр. У кого-то средний – 7 нанограмм на миллилитр. А кто-то имеет низкий уровень – 4 и ниже нанограмм на миллилитр. При этом снижение первоначального уровня тестостерона на 2-3 нанограмма на миллилитр у всех вызывает определенную симптоматику. Посмотрите таблицу симптомов при снижении тестостерона. Смотря на уровень тестостерона или на симптомы его снижения, делается вывод, кому требуется повышение тестостерона, а кому нет. Потеря либидо, ожирение, эректильная дисфункция – это уже явные сигналы, что тестостерон низкий. Норма тестостерона для мужчин. Важно знать, что уже в 30-35 лет даже у здоровых мужчин уровень естественного тестостерона в организме начинает падать примерно на 1-3% в год. Посмотрите таблицу снижения общего тестостерона по мере возраста. Норма тестостерона у мужчин находится в пределах значений, приведенных в этой таблице, то есть от и до. Например, если вам 50 лет и ваш уровень тестостерона согласно анализам 10 нмоль на литр, то теоретически он в пределах нормы. Однако не все так просто. Чтобы знать точно, понижены у вас мужские гормоны или нет в данное время, нужно знать, какой уровень тестостерона у вас был в 20, 30 и 40 лет. Если у вас нет этих показателей, то вам не с чем сравнить нынешние показатели, и подобные таблицы вам не помогут. Тогда остается оценивать уровень вашего тестостерона лишь по симптомам. Если у вас ожирение, слабая потенция, потеря либидо, эректильная дисфункция и тому подобное, это часто случается из-за низкого уровня тестостерона. А сейчас давайте узнаем, что можно сделать, чтобы иметь высокий тестостерон. Как восстановить мужское здоровье? Первое. Регулярные близкие отношения. Концентрация тестостерона в железах в 100 раз превышает его концентрацию в крови. Близкие отношения открывают доступ к этим железам, и определенное количество тестостерона выбрасывается в организм. Интересно, что близкие отношения способствуют выработке тестостерона, а тестостерон способствует хорошим близким отношениям. Если говорить о стимуляции выработки тестостерона, то близостью необходимо заниматься по меньшей мере не реже одного раза в 5-6 дней. Если это происходит реже, то в мозг посылается сигнал, что выработка тестостерона не является приоритетной, и мозг снижает уровень тестостерона. То есть, чем больше близости, тем больше организм будет вырабатывать тестостерона. Однако запомните, тестостерон не вырабатывается, если это занятие вас не возбуждает. И еще один важный момент. Предвкушение близких отношений вырабатывает тестостерон, а сами отношения выпускают его в кровь по всему телу. Следующее, что вам нужно знать. Правильное время для близких отношений. Немногие знают, что в разное время суток происходит колебание концентрации тестостерона в крови. В какое время суток уровень тестостерона самый высокий? Наибольшая концентрация гормона тестостерона у мужчин наблюдается рано утром, во время и непосредственно после пробуждения в 6-7 утра. А когда уровень тестостерона самый низкий? Самое неблагоприятное время для близких отношений – от 20 до 22 часов. Впрочем, есть и другие благоприятные и неблагоприятные часы в этом отношении. Таблицу колебания концентрации тестостерона у мужчины в течение суток вы можете видеть сейчас на экране. Если у мужчины низкий уровень тестостерона, он испытывает проблемы с эрекцией, то эта таблица поможет найти лучшее время для близких отношений. Мы рекомендуем сохранить в закладке это видео или добавить в плейлист, чтобы не забыть данных из этих таблиц. Третье. Полноценный сон. Тестостерон у мужчин вырабатывается в течение всей ночи с интервалом в 1,5 часа. В эти периоды возникает эрекция на 15 минут. При этом, чем качественней сон, тем больше выделится тестостерона. Например, в абсолютной тишине и полной темноте выделяется максимум тестостерона.
Рекомендуем приобрести темные плотные шторы или жалюзи, которые не пропускают свет, а также избавиться от ночных светильников и всяких светящихся элементов. Если это невозможно, тогда стоит приобрести в аптеке повязку для глаз. Точно так нужно поступить в отношении шума. Если шум не удается устранить, тогда использовать беруши от шума. Кровать также должна быть удобной, чтобы сон был комфортным и полноценным. Матрас лучше приобрести такой же жесткости, как используют на курортах и в хороших гостиницах. Это самый оптимальный вариант. Спать мужчинам рекомендуется без нижнего белья. Это также благоприятно влияет на работу желез, вырабатывающих тестостерон. Как вариант, можно использовать длинную футболку. Четвертое. Физическая активность. Низкая физическая активность ведет к планомерному снижению базового уровня тестостерона в любом возрасте. И напротив, во время физических упражнений тестостерон и вырабатывается, и высвобождается, и равномерно распределяется по организму. Эффект достигается быстрее, если упражнения направлены на укрепление мышц в области таза, выполняются регулярно и с умеренными нагрузками. Упражнения увеличивают число рецепторов тестостерона в той части тела, которая подвергается напряжению. Заниматься полезно 2-5 раз в неделю, и регулярность здесь намного важнее, чем частота занятий. Предлагаем 4 хороших упражнения, главной целью которых и является мужское здоровье. Данные упражнения рекомендованы доктором Каадри, который специализируется на изучении тестостерона и решении мужских проблем. Упражнение первое. Прыгающее приседание. Прыгающее приседание – одно из лучших упражнений для мужчин. Первое. Встаньте прямо на ноги, на ширине плеч. Второе. Присядьте на корточки, колени касаются груди, ладони прижаты к полу. Третье. Резко отведите ноги назад, как будто собираетесь отжиматься на грудь, упираясь руками в пол. Четвертое. Вернитесь в позицию, которая была в пункте 2. Колени касаются груди, ладони прижаты к полу. Пятое. Выпрямитесь и подпрыгните вверх. Это дает хорошую нагрузку. Старайтесь делать это упражнение по меньшей мере 4 подхода по 10 раз. Упражнение второе. Воздушный велосипед. Первое. Сядьте на кресло с подлокотниками. Спина должна иметь надежную опору. Второе. Совершайте вращательные движения ногами, как будто вы крутите педали. Меняйте диаметр окружностей, которые описывают ноги. Держите колени выше, чем вы обычно делаете при езде на велосипеде. Это упражнение выполняйте не менее 5 минут. Вначале это будет трудно, поэтому допускается данное упражнение делать подходами, но так, чтобы общее время было не менее 5 минут. Упражнение третье. Поступательные движения тазом. Первое. Слегка наклонитесь вперед, руки на поясе. Второе. Совершайте поступательные движения тазом вперед-назад, как будто вы занимаетесь близостью. На выполнение этого упражнения отводится 3 минуты. Упражнение четвертое. Вращательные движения тазом. Первое. Встаньте, слегка согнувшись вперед, руки на поясе. Второе. Совершайте широкие вращательные движения тазом. Вспомните, как вращают обруч. На выполнение этого упражнения отводится 3 минуты. Используйте комплекс из этих 4 упражнений. Первое. Прыгающее приседание. Первый подход 10 раз. Второе. Воздушный велосипед 5 минут. Третье. Прыгающее приседание, второй подход 10 раз. Четвертое. Поступательные движения тазом 3 минуты. Пятое. Прыгающее приседание, третий подход 10 раз. Шестое. Вращательные движения тазом 3 минуты. Седьмое. Прыгающее приседание, четвертый подход 10 раз. Этот комплекс нужно делать ежедневно до достижения результата. Затем для удержания полученных результатов делайте этот комплекс 2-4 раза в неделю.